Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас к вязанию вот таких мокасин. Эти мокасины вяжутся легко, быстро, расход пряжи минимальный, около 60 граммов. И я вам скажу, что форму держат они идеально просто. Поэтому давайте попробуем связать их вместе. Пряжу я взяла вот такую бирюзового цвета. Это Melissa Sweet, но 75 граммов 165 метров. И это стопроцентный акрил. 75 грамм мне 100% должно хватить на 2 туфельки. Пока жду посылку с подошвами, поэтому использую еще подошву от шлепанцев. У меня есть на канале видео, где я вот на такой подошве уже вязала мокасины. Подошва показала себя идеально просто. Она очень удобная. Я на ней решила связать еще раз мокасины. Вот это из-под шлепанцев. Обрезала вверх от этих шлепанцев. Приготовила подошву к вязанию. Позаклеивала вот эти вот все места, где тут есть такие вставки. И вот она, вот если видите, такая в меру жесткая, в меру мягкая, и буду на ней вязать. Начинаю с обвязки подошвы. Вот первое, что нужно сделать, это вот так обвязать вот здесь низ подошвы. Я подошву саму подготовила, шилом проколола отверстие по всей окружности подошвы, примерно на расстоянии 1 сантиметра, одно отверстие от другого. И начинать обвязку буду с задней стороны подошвы, то есть с пяточки, с центра пятки. Заранее проколотые отверстия широким шилом позволяют свободно входить этому крючку в сами вот эти отверстия и протягивать нить. Я покажу буквально несколько стежков. Думаю, что вы увидите, что это довольно просто и сможете это сделать сами. Тут протягивается нить, вяжется столбик без накида. Первый обязательно воздушная петля. И дальше опять следующее отверстие, столбик без накида и воздушная петля. И так обвязываем всю подошву по всей окружности. Столбик без накида и воздушная петля. Вот таким образом вяжем по кругу и доходим до середины пятки, до конца ряда. В конце ряда выполняем последнее отверстие, столбик без накида, воздушная петля, и затем в первую петлю соединительный столбик. Закрепляем последнюю петлю воздушной петлей. На этом ряд закончен. Теперь нить я обрезать не буду. Я сейчас протяну просто сквозь эту петлю моток и закреплю ее. Дальше будем вязать уже с этой нитью. Начинаем вязать пятку. Будем начинать с пятки. И отсчитываем примерно 8 столбиков от середины пятки вправо. И вот с правой стороны начнем вязать вот так, чтобы пяточку у нас выделить.
Нить эту просто приложили, и теперь будем ее обвязывать. Вяжем столбиками без накида. Под каждую воздушную петлю 2 столбика без накида. Над самими столбиками ничего не вяжем. Под каждую воздушную петлю 2 столбика без накида. У нас должно получиться 16 столбиков без накида до середины пятки и 16 столбиков без накида на той стороне. То есть всего 32 столбика без накида. Вяжем и встречаемся на той стороне. Вот провязали мы закругление на пятки. Все провязали столбиками без накида. И у нас получилось 16 столбиков с одной стороны от центра пятки, 16 столбиков с другой стороны от центра пятки. 32 столбика без накида. Теперь здесь в конце ряда добавляем еще 2 столбика без накида и один соединительный столбик. Поворачиваем вязание, будем вязать по изнаночной стороне. А вот я меняю крючок, но тот же самый 2,5 на 2,5, просто беру удобнее крючок. Начинаем со второй петли, вяжем столбик без накида и затем вяжем длинными и короткими столбиками, будем чередовать. Один столбик вяжем из петли предыдущего ряда, столбик без накида, один столбик из петли на ряд ниже. Так как у нас только второй ряд, у нас нет ряда еще ниже, поэтому будем чередовать петли. Один столбик без накида вывязываем из петли предыдущего ряда, второй столбик без накида под основание обвязки, один столбик из петли предыдущего ряда, второй под основание этой обвязки. И вот у нас получаются такие длинные и короткие столбики, они чередуются. Довязываем таким образом до конца закругления пятки. Вот доходим сюда в конец. Здесь заканчиваем чередующимися столбиками, точно так же длинным и коротким. А теперь в конце ряда довязываем еще 2 столбика без накида и один соединительный столбик. Разворачиваем вязание и вяжем по лицевой стороне со второй петли точно так же чередующимися столбиками, длинными и короткими, но только в шахматном порядке. Там, где у нас был короткий столбик, вяжем длинный из петли на ряд ниже, а там, где у нас был длинный столбик, вяжем из петли предыдущего ряда короткий столбик без накида. Первые 2 петли, один из петли предыдущего ряда столбик, а второй из-под обвязки. Ну а дальше уже пошли по рисунку. Тут уже ряды видны, и поэтому вяжем там, где длинный столбик, вяжем короткий, там, где короткий, вяжем длинный в шахматном порядке. Вот такой должен получаться рисунок. В шахматном порядке все должны выстраиваться столбики. Довязываем таким образом вот сюда. Дальше с этой стороны добавляем 3 столбика, возвращаемся с той стороны, тоже 3 столбика добавляем. И так провязываем 8 рядов. Туда-обратно в шахматном порядке длинные чередуем с короткими столбиками, добавляем по 3 столбика с каждой стороны. Вот мы провязали уже 8 рядов. И вот когда вы провяжете, обратите внимание, какая жесткая на таком рисунке получается пятка. Она просто стоит очень плотная, очень жесткая, очень красиво получается.
Теперь будем вязать вот эту часть уже, верхнюю привязывать. Продолжаем вязание столбиками без накида и теперь вяжем только по лицевой стороне. Здесь у нас только обвязка, поэтому вяжем под каждую воздушную петлю по 2 столбика без накида. И продолжаем так вязать по кругу. Будем делать обвязку, не останавливаясь, не делая никаких соединительных столбиков, по кругу просто вяжем несколько рядов. Вот, провязали мы уже 5-й ряд, вяжем сейчас, и обратите внимание, нету никаких у меня соединительных столбиков. Вот здесь мы начинали, с этой стороны нет ничего, с той стороны нет ничего, то есть мы просто вяжем столбиками без накида ровную абсолютно полосу. И всего я провязываю 6 рядов, столбиками без накида. Закончила ряд с соединительным столбиком, нить обрезала, теперь нахожу середину на подошве, отсчитываю от нее 6 петель вправо и вот здесь привязываю нить. Да, и еще дальше нам понадобится маркер, приготовим его. Провязываем 2 воздушные петли, затем пропускаем 2 петли и в 3-ю провязываем столбик с одним накидом. В эту же петлю еще один столбик с одним накидом, то есть из одной петли 2 столбика с одним накидом. Теперь снова пропускаем 2 петли и в 3-ю петлю, в одну петлю 2 столбика с одним накидом. Пропускаем 2 петли и снова 2 столбика с одним накидом в 3-ю петлю. Теперь 2 воздушных петли, пропускаем 2 петли и в 3-ю присоединяемся столбиком без накида. Вот мы закончили 1-й ряд и теперь пересаживаем эту петлю на маркер. Дальше будем вязать только по лицевой стороне, только лицевые ряды будут, поэтому нам нужен маркер. Вот такой у нас узор получился, то есть у нас по бокам по 2 воздушных петли, пропускаем 2 петли, потом 2 столбика, пропускаем 2 петли, 2 столбика, через каждые 2 петли сдвоенные столбики, из одной петли 2 столбика с одним накидом. Дальше поступаем следующим образом, прокладываем вот эту нить на правую сторону сюда. Отступаем от первой петли, которые вот воздушные петли у нас здесь набраны, 2 столбика, и в 3-ю петлю провязываем 2 воздушные петли. Конец нити и ту петлю и ту нить, которой мы вяжем, мы прикладываем сюда вот к переду и придерживаем их. Нить не должна быть сильно натянута. Вот провязали 2 воздушных петли. Теперь под первую арочку из воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом.
Дальше, вот там, где у нас между двумя сдвоенными парами столбиков есть промежуток, вот туда провязываем 2 столбика с одним накидом. В каждый промежуток между парами провязываем 2 столбика с одним накидом. Сейчас вот впереди не очень видно, я сейчас провяжу несколько рядов и покажу вам очень подробно, как выглядит этот рисунок, как его правильно вязать. Этот ряд будет всегда повторяться. Вот здесь под последние 2 воздушные петли нам надо тоже провязать 2 столбика с одним накидом, один обычным способом, а второй мы сейчас будем снимать вот эту петлю. Сейчас буду показывать вам более подробно. Я здесь просто немножко напортачила, и видео у меня получилось, в общем, короче, здесь вам будет не видно. Сейчас покажу на другом ряду. Нить, которую мы прокладываем, ее не видно. Вот если посмотреть, то есть мы ее ввязываем в рисунок. Все ряды вяжутся абсолютно одинаково, поэтому я сейчас вам очень подробно покажу. Прокладываем нить, не натягиваем ее. Вот, отсчитываем 2 петли. В третью петлю провязываем 2 воздушные петли. Теперь под 2 воздушные петли предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. И дальше между парами из 2 столбиков провязываем по 2 столбика с одним накидом. Вот, между парами провязали, теперь снова 2 столбика пропускаем, и между двумя парами вот этими снова 2 столбика с одним накидом. Сейчас постараюсь еще ближе сделать, чтобы было хорошо видно. Вот 2 пары из 2 столбиков, 2 столбика, 2 столбика. Между ними вот это расстояние, сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. И так до конца ряда. Следующие 2 пары, между ними 2 столбика с одним накидом. Следующие 2 пары, между ними 2 столбика с одним накидом. Разница в каждом ряду будет просто в количестве вот этих вот столбиков, пар. Потому что первый ряд у нас там было 3 столбика, да, 3 пары столбиков. Дальше у нас там будет 5 пар, 7 пар и так дальше. У нас каждый раз по бокам прибавляются 2 воздушные петли, которые мы присоединяем, и в них потом провязываем 2 столбика с одним накидом. Получается довольно вот такой симпатичный рисуночек. И вот у нас последние, вот здесь было 2 воздушных петли в конце, да, под них нужно 2 столбика с одним накидом провязать. Один обычный вяжем столбик.
А второй вяжем так. Мы берем нить для столбика с одним накидом не так сверху, а из-под воздушной петли забираем нить, а потом снимаем на крючок петлю с маркера. И вот эти 3 петли на крючке мы провязываем как столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в третью присоединяемся столбиком без накида. Эту петлю теперь ставим на маркер. Вот таким образом мы вывязываем все ряды. Вот таким образом вяжем дальше. С обоих сторон у нас справа и слева будут воздушные петли. Сейчас буду показывать еще подробнее. Значит, вот это у нас провязано здесь всего 10 рядов. А здесь у нас 4 ряда, осталось еще 6 рядов. Давайте еще ряд провяжем вместе. Прокладываем нить на эту сторону, отступаем 2 петли, в третью петлю вяжем 2 воздушные петли. Нить хорошо придерживаем, чтобы она не натягивалась, иначе будет стянутое вязание. И вяжем вот здесь в третью петлю 2 воздушные петли. Нить придерживаем, чтобы ее провязать. И первую вот здесь в предыдущем ряду 2 воздушные петли вместе с нитью вот эти захватываем и провязываем 2 столбика с одним накидом. Буду показывать медленно, чтобы максимально было понятно. Теперь между двумя парами из 2 воздушных столбиков с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше у нас снова 4 столбика с одним накидом, между ними провязываем 2 столбика с одним накидом. И до конца ряда между парами 2 столбика и 2 столбика, между ними 2 столбика с одним накидом. Нить всегда должна быть слегка приспущена. Если нить натянете, то получится, что вот здесь вот ряд он будет стянут и вязание будет некрасивым. Довязываем ряд, вот здесь еще 2 столбика с одним накидом. Здесь у нас еще 2 пары из столбиков с одним накидом, между ними еще 2 столбика с одним накидом. Остаются 2 воздушные петли, вот под них вяжем 1 столбик с одним накидом. Теперь захватываем нить из-под воздушных петель и снимаем на крючок петлю с маркера. Три петли, которые у нас теперь на крючке, провязываем как столбик с одним накидом.
2 воздушные петли в конце ряда и отступаем 2 петли, пропускаем, и в третью привязываемся столбиком без накида. Вот таким образом мы провязываем все 10 рядов. У нас должно быть в общей сложности 10 рядов провязано. Ну, теперь считаем, сколько мы провязали рядов. Вот 10 рядов, значит, мы уже перед закончили. Все, вяжем дальше. Теперь продолжаем по боковой части вязать в каждую петлю столбик без накида. Вяжем по кругу до передней части. У нас получается, что мы поворотными рядами связали только вот задник. Туда-обратно 8 рядов. Все остальное мы вяжем по кругу лицевыми рядами. По кругу и лицевыми рядами. Доходим до переда с этой стороны столбиками без накида. Здесь как раз вяжем вот ту нить, остаток, конец нити, который у нас был. И вот в углу переда, вот здесь, угловую петлю мы пропускаем и привязываемся уже к переду. Продолжаем вязать по переду каждую петлю столбиком без накида. Провязываем столбиками без накида весь вот перед до следующего угла. Доходим до угла, тоже пропускаем угловую петлю, привязываемся к боковой части столбиком без накида и провязываем 2 соединительных столбика. Вот мы закончили, и теперь мы пойдем вязать в обратном порядке назад рачьим шагом обвязку. Те же столбики без накида, только назад. Вводим в каждую петлю крючок, потом вытягиваем петлю, подтягиваем эту петельку, чтобы она была красиво лежала, потом провязываем как столбик без накида. Вводим петлю, крючок, вытягиваем нить, подтягиваем ее и провязываем столбик без накида. Сейчас постараюсь показать как можно медленнее. В принципе, очень простой рачий шаг, просто непривычно немножко, но несколько просто столбиков свяжете и потом пойдет как по маслу. Вяжется легко, просто назад. Здесь важно не пропускать петли. В каждую петлю нужно провязать столбик, тогда обвязка будет смотреться идеально.
Вот так красиво смотрится обвязка вверх. Вообще для верха изделия просто идеально. Делаем так по всему периметру, то есть по всей окружности туфельки. Вяжем дальше и заканчиваем вот здесь, вот в этом углу. Здесь дошли до угла, угловую петлю пропустили. И вот сюда вводим крючок, вытягиваем нить, оставляем ее на этой стороне, крючок вводим с изнаночной стороны и забираем эту петлю на изнаночную сторону. Это делаем для того, чтобы тут не было такого грубого края, потому что тут и так у нас рачий шаг, и лишние тут столбики абсолютно не нужны. То есть все должно смотреться очень аккуратно. И теперь на этой стороне укрепляем воздушной петлей и обрезаем нить. Нить эту теперь надо спрятать в вязание. Я сейчас ее спрячу между, в общем, самим вязанием, чтобы ее не видно было. И все, мы закончили изделие. Согласитесь, что получилось очень даже примило. Вот я что вам скажу, нить, значит, у меня от мотка в 75 грамм осталось еще где-то грамм, наверное, 15, это точно. Я не стала перевешивать, я так чувствую, что 15-20 грамм, поэтому вот считайте расход 50-55 грамм. Мокасины очень легкие и на ножке сидят просто идеально. Стельки приклеила на пару капель клея обувного, чтобы они не двигались. Если нет обувного клея, их можно подклеить даже на обычный клей, на ПВА. Он потом нормально отрывается и стирается. Друзья, если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Если вопросы есть, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. И до новых встреч!